Всем добрый день! Сегодня хочу показать вам свою гортензию, которая появилась у меня недавно в саду. И вообще эта гортензия недавно выведена. Это гортензия Bonfire. Посмотрите, какая она великолепная, какие у нее огромные соцветия. Гортензии второй год, вот 2 или 3 побега я уже соцветия срезала, которые были помельче, а вот 2 оставила для того, чтобы вам показать ее, как выглядит она уже в середине октября месяца. Уникальность этой гортензии состоит в том, что эта гортензия Bonfire, очень интересно меняет свою окраску. Вначале она бело-сливочно-зеленого цвета, такого чуть-чуть с фисташковым оттенком. Затем она постепенно начинает розоветь, но у нее вот эта зеленца все-таки остается. И уже к осени, где-то к октябрю месяцу, она приобретает вот такую красивую окраску. Посмотрите, какая необыкновенная красавица. Размер соцветия, ну, где-то, наверное, около 20 сантиметров. Но учитывая то, что гортензия посажена недавно, я считаю, что это соцветие для нее огромное. Ей второй год. Сами цветочки очень крупные. Вот, посмотрите, какой крупный цветок. Иногда может достигать даже до 5 сантиметров и даже 6 сантиметров. Побеги у нее очень прочные. Сейчас вам покажу. Посмотрите, какие толстые побеги коричневого цвета. Очень такая резная листва по краю. До сих пор она еще не сбрасывает листву, несмотря на то, что середина октября месяца. И считаю, что это одна из самых красивых и привлекательных гортензий. Очень прочные побеги, хорошо держат вот эти вот огромные соцветия. И высота растения, уже когда она достигает своего полного размера, достигает где-то 1,10 м, 1,20 м. Опять-таки в зависимости от состава почвы, от подкормок и в зависимости от того, какая кислотность почвы. Не забываем, что гортензии любят подкисленные почвы. Кроме того, эту гортензию можно выращивать как в одиночных, так и в групповых посадках. Можно посадить в большое кашпо, вот, и, так сказать, не забывать ее только поливать, конечно же. Гортензия у меня посажена в ажурную полутень, то есть не полутень полностью, да, как это принято, допустим, одна половина дня она в тени, вторая половина дня на солнце. Она постоянно находится в ажурной полутени. Но и где-то к часам 6 вечера она находится уже на солнышке, если день солнечный. А так, в общем-то, такая ажурная, легкая полутень. Не любит она солнце особенно, поэтому те, кто будет приобретать эту гортензию, учитывайте этот факт. Еще раз хочу повторить, что гортензия очень устойчивая, очень красивая, такая обаяшка гортензия. Всем ее рекомендую к посадке. Тем, кому видео было полезно, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик.